Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Итак, тема сегодняшнего расклада – недельный прогноз с 30 по 5 января. Я думала, как его сделать, что, конечно же, какие вопросы задать. И решила, что мы будем все-таки рассматривать по традиции, как мы и делали. Почему? Потому что многие работают, многие заняты, и в некоторых странах, 31-го много еще работают. И 2-го уже на работу, поэтому мы будем все-таки рассматривать сферу работы, сферу денег, это по традиции. Ну и, конечно же, мы зададим вопрос, как вы отпразднуете Новый год. Итак, поехали. Неделя с 30 по 5. Кстати, 30 у нас идет еще и новолуние, по-моему. Так что очень важная неделя. Важное событие недели. Важное событие этой недели. Не будем слишком зацикливаться прямо на работе, на карьере. Мы просто зададим и посмотрим, будут ли происшествия, пройдет ли все замечательно, стоит ли на что-то обратить внимание и так далее. И колода иллюминаты нам расскажет о сфере работы. Так, деньги. Что будет с деньгами на этой неделе? Может быть, кто-то, как говорится, потратит больше, чем планировал. Так будет здесь предупреждение. Оставьте все деньги дома. Так, классическое Таро расскажет нам, как вы встретите Новый год. Как вы встретите Новый год, в каком настроении, в каких условиях, с кем. Будет ли вам хорошо, будете ли вы довольны и так далее. Ну и, конечно, личная жизнь на нашей любимой колоде колдовское Таро. Так, для тех, кто в паре, для тех, кто в поиске, для тех, кто в паре, для тех, кто в поиске. Я поздравляю всех с наступающим праздником, с наступающим Новым годом. Счастья вам, любви и, конечно же, много-много улыбок. А мы приступаем. Я думаю, что все уже определились, каждый со своей позицией. И я вижу, что у меня здесь очень плохо все видно. Давайте вот так. В надежде, что у меня тут ничего не свалится. Так, все, приступаем. Какой будет неделя для вас с 30 по 5? Много встреч, много знакомых. Встречи с друзьями, встречи, может быть, в общественных местах. Кстати, здесь человек, на которого вы сможете опереться, довериться, и он вам поможет, может быть, на этой неделе с подготовкой чего-то. Что-то организует, что-то доделает. Кстати, медведь очень часто говорит о том, что это или помощник, или же человек, который будет вам советовать, ну, а также человек, который вызывает большое-большое доверие. Кстати, мужчина может вас ревновать. Почему? Потому что вы будете в центре внимания. Сад говорит о том, что на вас будут обращать внимание, вы будете встречаться, вы будете как-то очень хорошо проводить время, вы будете в кругу друзей, может быть, там корпоративы, и этот человек может не выдержать. Так что кто в паре, пожалуйста, не вызывайте, как говорится, ревность у своего партнера. Иначе может быть скандал. Почему? Потому что он может не сдержаться. То есть, что касаемо ревности. Человек может высказать свое недовольство, и вы будете недовольны. Так, хорошо. Давайте тогда смотреть, но явно на этой неделе в вашу жизнь войдет этот человек, и он будет играть немаловажную роль. Ну, кстати, между прочим, для кого-то это просто родственник, который будет вам помогать или с которым вы будете проводить время. Кстати, между прочим, у кого публичные выступления, на этих выступлениях или в кругу большого общества вы можете встретить друга.
Работа, карьера, профессиональная деятельность. Но явно вам будет не до работы. Кстати, будьте осторожны, на вас могут взвалить дополнительную ответственность или поменять график работы, который вам совершенно не понравится. Хитрость, обман, манипуляция. Вроде бы обещают четверку жезлов, на самом деле не выполнят свои обещания. Первый вариант. Проверьте и перепроверьте. И еще, возможно, ваши коллеги попытаются возложить на вас какую-то ответственность по выполнению определенных задач. Ну, хитрить будут. За вашей спиной, кстати, могут лицемерить и разносить сплетни. Четверка жезлов. Лицом улыбаются, за спиной, как говорится, обсуждают. Будьте осторожны, не рассказывайте никому. Очень много лицемерных, хитрых людей в вашем окружении в сфере работы. Даже если вы работаете на себя. Даже если вы работаете на себя. Вроде четверка жезлов, да, но на самом деле все скрыто. Ну что, здесь, конечно, по поводу поиска работы говорить нечего. Все предложения, которые вам будут предлагаться, на самом деле не имеют никакой хорошей перспективы. Так что в работе здесь явно некий застой, но и также нужно быть поосторожнее. Больше молчать, меньше говорить. И тогда в вашей жизни все будет хорошо. Так, деньги. Ну, деньги здесь есть. Кстати, деньги могут поступить от родственников, какие-то подарки, возврат денег, еще по двойке жезлов. Это то, что вам долго не отдавали. Ну, например, вы кому-то заняли, а человек длительное время не мог вернуть вам долг. На этой неделе он все-таки вернет. Кстати, подарки, которые будут вас радовать. Еще большие траты на семью по Иерофанту, на родственников. И честно могу сказать, к концу недели вы поймете, что вы потратили больше запланированного. Так, что еще здесь? Возможно, у вашего мужа появится какая-то подработка, и это решит ваши финансовые проблемы, если вы в браке. То есть по Иерофанту это какие-то общие семейные деньги. Ну или, может быть, вам ваш отец окажет поддержку, и благодаря этому вы решите какие-то финансовые проблемы. Ну-ка, давайте смотреть. Ну или старший родственник. Как вы отметите Новый год? В любви, в заботе. Кстати, здесь будут какие-то неожиданные предложения, которые просто-напросто поменяют все ваши планы. Как снег на голову, может кто-то свалиться, кто-то может вам предложить очень какое-то увлекательное провождение Нового года. Ну уж явно то, что вы планируете, и то, как вы встретите Новый год, будет совершенно отличаться. Как будто туз Пентаклей говорит о том, что вам выпал шанс очень весело провести этот Новый год. Кстати, пить будете явно. Королева кубков, рыцарь кубков. Но если вы не пьете, здесь еще возможно признание в любви или предложение на Новый год. Прям конкретно человек может вам признаться в любви или сделать предложение по поводу вашего будущего. Ну, а также вы можете встретить человека, который за вами где-то наблюдает, и вот именно на Новый год он решил раскрыться в своих чувствах и в планах по поводу вас. Но честно могу сказать, Новый год вы встретите эмоционально, вы будете наполнены этой энергией, вы будете радоваться тому, что вас ценят, вас признают. Кстати, очень какой-то выгодный подарок, который вас порадует. Прям подарок, прям как будто вы не ожидали получить именно такое. Извиняюсь, с горлом у меня все проблемы. Ну что, давайте смотреть личную жизнь. Так, личная жизнь кто в паре, но здесь победа. Победа, наслаждение, вы получите то, о чем мечтали. Кстати, признание, предложение руки и сердца однозначно, перевод отношений на новый уровень. Шестерка жезлов – это то, за что вы боролись, наконец вы получаете. И именно на Новый год человек решит сделать вам приятный сюрприз. Так что готовьтесь. Если вы уже в паре или живете
мужчиной давно под одной крышей, здесь может быть предложение официально оформить ваши отношения, ну или же мужчина сделает вам какое-то предложение, от которого вы отказаться не сможете. Например, совместная поездка, путешествие. Но здесь больше как будто бы, смотрите, медведь говорит о том: я тебе верен, и я хочу с тобой прочности, длительности. То есть человек видит вас как свою дальнейшую перспективу. Если вы семья, то мужчина ценит вас, и он всеми действиями покажет вам, что вы для него важны. Да. Кстати, если вы муж и жена, здесь мужчина может попросить вас о ребенке. У всех остальных действия, признание, поездка, какие-то неожиданные события, приятные события, очень много активности в вашу жизнь. Пара, которая смотрит меня по первому варианту, уж явно будет тянуться к друг другу. Кстати, еще здесь очень много интима на этой неделе, приятных событий, которые дают вам возможность наполниться какой-то позитивной энергией. Итак, для тех, кто в поиске, ух ты, по справедливости, но явно вы будете кого-то оценивать. Оценивать вы будете не просто так. Оценивать для будущего, оценивать для того, чтобы, может быть, дать ответ, оценивать для того, чтобы понять, надо или не надо. То есть по справедливости. Видите, у нас меч – это мысли, меч – это когда я анализирую, я думаю и, конечно, взвешиваю, надо или не надо. Не захотите торопить события, но здесь явно выход из тупика. Ну, смотрите, общаться вы явно с кем-то будете, но я не вижу, что вы ответите ему сразу взаимностью или четко ему дадите понять, что вы готовы на что-то. То есть дело в том, что мужчина будет или вас подталкивать, или будет очень активно проявляться, но вы отношения будете ставить на паузу. Для того, чтобы получше его узнать, для того, чтобы понять и для того, чтобы не совершить какую-то ошибку. Да, ждете, выжидаете, но туз жезлов, действие в вашу сторону есть, но вы вся в умеренности. Или еще, здесь на этой неделе вы будете вся в работе, явно кто-то будет пробиваться в ваше пространство, но у вас на первом месте будет совершенно другая сфера. И вы не захотите сейчас тратить свое драгоценное время на какое-то знакомство. Хотя кто-то будет прям конкретно и очень активно попытаться привлечь ваше внимание. Туз жезлов говорит о том, что это вижу цель, не вижу препятствий. Хорошо, неожиданность на неделе с 30 по 5 января. Что будет неожиданным? Карта сила, успех, уверенность, оптимизм, ясность. Вы знаете, когда вы понимаете, что вы можете получить желаемое или получить признание, а также реализовать себя в определенном направлении. Ну, а для кого-то это то, что я долго ждала, хотела, и вот, наконец, на этой неделе я это получаю. Кстати, очень неожиданно. И туз пентаклей, помните, как вы встретите Новый год? Королева кубков вас что-то обрадует, но очень неожиданно. Очень неожиданно. Ну что, поздравляю вас, желаю вам счастья, любви. Ставьте лайки, пишите комментарии, мы обязательно встретимся в новых эфирах. А я перехожу ко второй позиции. Здравствуйте, мои хорошие двоечки. Давайте посмотрим, что здесь у вас. Так, общее настроение недели или важные события. Ух ты, тут новость о деньгах. Тайна может какая-то раскрыться. Можете завязать очень хороший контакт, который поможет вам исполнить желаемое. Также проявление какого-то тайного поклонника. Но понимаете, книга, или вы захотите потратить свои деньги на обучение, прям вот все, я решила, я буду, и мне это нужно. Или же здесь у вас появляется человек, который готов исполнять ваши желания, но, если честно, от него вы это не ожидали. Или же это новый человек, который будет пытаться вас раскрыть, понять, как будто бы будет пытаться
узнать о вас побольше. Но вообще рыбы – это деньги или исполнение желания, расширение, получение. Помните, золотая рыбка, да? Я исполню 3 твои желания, а здесь благодаря всаднику. А всадник – это что? Сообщения, контакты, люди, которые несут эти сообщения, информация, и все связано то ли с обучением, то ли с какими-то знаниями. Кстати, еще у вас на этой неделе может раскрыться какая-то тайна, и вы поймете, все расставите по своим местам. Ну, давайте смотреть, какой именно сферы это касаемо. Работа, карьера, профессиональная деятельность. Мгм. Ну, по-моему, здесь вам будет не до работы. У кого-то может завязаться служебный роман, поэтому будьте осторожны на корпоративах. Ну, здесь явно любовь там, где не ожидали. Может быть, кто-то из коллег признается вам в любви, если это актуально. Ну, а вообще, если честно, на этой неделе в сфере работы или кто-то вас поддержит, или вам будет просто не до работы, потому что вы будете вся в эмоциях. Здесь еще могут быть праздники, эмоции, какие-то наполнения, признания, чувства, которые берут верх над вами. И вам как будто бы эта сфера, ну, в данный момент для вас она не важна. Рыцарь Пентакли. Или откладываем на потом, или делаем только самое необходимое. То, что от вас требуется. Ну уж точно с головой в работу не уходим. Кто работает на себя, вы захотите то ли отдохнуть, то ли переключиться на что-то более позитивное, немножко отстраниться от работы. То есть я не вижу здесь, я вижу отдых, я вижу наслаждение, я вижу получение удовольствия. Но уж явно не работа, жезлов вообще нету. Как будто бы вы здесь ставите работу на паузу. Извиняюсь. Так, смотрим, давайте посмотрим. Деньги. Ух ты, неожиданное поступление денег. Вы знаете, двойка пентаклей говорит о том, что кому-то может на этой неделе наследство свалиться, прям конкретно, да? Или вы поймете, что вам одобрили какой-то кредит, или вы сможете купить, продать недвижимость, хотя неделя такая, прям поступает вам какое-то предложение. Но деньги к вам идут, десятка пентаклей. Подарки очень выгодные, значимые. От родственников могут прийти деньги, от любимого человека, от человека, который на самом деле готов вас поддержать. Но деньги здесь есть. И двойка пентаклей, кстати, еще кто все-таки работает на этой неделе, у вас может появиться дополнительный заработок, который даст вам возможность решить ваши финансовые проблемы. Также здесь много трат на семью, на детей, на родственников. Может быть, кстати, между прочим, вы будете кому-то помогать. Но по башне это как будто меняется та ситуация, к которой вы привыкли, и меняется к лучшему. То есть вот вы рассчитывали на один доход, вы рассчитывали на какую-то сумму, но дело в том, что здесь все изменится, и вам как будто с неба падают деньги. Неожиданное получение денег. Интересно. Кстати, если будете делать покупки, но здесь я больше вижу покупки в дом, будут очень удачные. Кто-то будет стоять перед выбором, что купить, лучше это или это, и многие могут купить и то, и другое. И, между прочим, то и другое будет очень хорошо вам служить и длительное, долгое время. Так, смотрим дальше. Это как, знаете, фен Dyson или пылесос Dyson. Думали, купили оба. Я не рекламирую, но так, ничего себе, как вы отметите Новый год. Тут у вас мужчины, но король пентаклей и император, король пентаклей малый император, как будто бы человек пытается решить какую-то проблему. Понимаете, десятка мечей – это когда все плохо, когда человек пережил самую темную ночь перед рассветом. Но ключевое слово здесь – рассвет.
То есть как будто бы человек понял, что есть выход из этой ситуации, что надо действовать, что надо что-то предпринимать, предлагать, мириться и так далее. И я хочу все-таки пояснить десятку мечей, что же она нам дает. Потому что я вижу, что то ли взаимоотношения с кем-то наладятся, и у вас появится надежда, но это только, у меня аж карты упали, но это только надежда, это еще не решение того вопроса, потому что десятка мечей нам указывает на выход из тупиковой ситуации, из болезненной ситуации. Кстати, если у вас кто-то болел из мужчин в роду, например, там папа, да, или муж, он может пойти на поправку. То есть вы узнаете хорошую новость о том, что человек начинает исцеляться. Ой, у меня аж карты перевернулись. И вас это порадует. Так, смотрим дальше. Давайте проясним, как я и обещала. Какое-то предложение, новость, решение. Как будто какая-то новость успокоит вас. Угу. Надо же. Смотрите, однозначно, Новый год вы будете отмечать в стабильной, в привычной для вас обстановке. То есть я не вижу здесь общества, я не вижу пьянки, гулянки, я не вижу, что у вас тут вокруг куча друзей. Нет. Но я вижу, что именно на Новый год, вот даже если вы дома, да, там с семьей или с детьми, да даже если вы одна, вы на Новый год получаете какую-то новость или вам пишет человек, от которого вы не ожидали получить сообщение, и у вас завязывается какая-то переписка. Или же человек вам признается в чем-то. А также очень хорошая новость по поводу того, что кто-то пошел на поправку или у кого-то что-то наладилось. Вас это порадует и успокоит. Ну-ка, давайте смотреть личную жизнь. Так, личная жизнь для тех, кто в паре. Девятка жезлов. Девятка жезлов говорит о том, что вы будете как будто бы себя защищать, оберегать. Я не вижу, что вы живете с кем-то под одной крышей. Нет. Здесь наоборот, или решение какого-то вопроса. Ну, прям конкретно, да. Я хочу получить определенный ответ. Или у вас расстояние с кем-то. Здесь будет принято решение в паре. Поменять судьбу. Смотрите, на этой неделе вы будете выяснять отношения по поводу вашего будущего. Ну, то есть, что мы делаем дальше, куда мы идем, вообще для чего нам нужны эти отношения. То есть вы захотите все прояснить. И эта неделя будет именно такой. Она будет немножко напряженной, но зато, по крайней мере, вы проясните именно то, что вас тревожило. И это вас успокоит. Будете отстаивать свою точку зрения, будете пытаться поставить свои условия, будете пытаться как-то даже контролировать эти отношения. Но, честно говорю, пока я не вижу прояснения. То есть все пока в Луне, человек не дает четких ответов, человек как будто бы не дает вам возможности понять, что он на самом деле чувствует или что для него важно. И здесь ваши отношения, они пока стоят на паузе. Пока стоят на паузе. По Луне ожидание. Ожидание ответа, ожидание прояснения, ожидание, может быть, того, что будет делать мужчина. Может быть, вы перед выбором его поставили. Так, смотрим дальше для тех, кто в поиске. Но для тех, кто в поиске, у нас тут все-таки восьмерка кубков говорит о том, что какая-то новая возможность будет. И вы уж явно на ком-то сконцентрируете внимание. Но дело в том, что восьмерка кубков пока не дает нам полного удовлетворения. То есть кто-то выведет вас из переживания, кто-то даст вам возможность, может быть, переключиться на что-то позитивное. Но это не значит, что вы прям конкретно, да, здесь переписка может быть по интернету или с человеком издалека.
Мужчина будет очень активен, но вы пока не будете зацикливаться на этом человеке. Почему? Да, будете подвешивать, потому что расстояние или же пока невозможность встретиться не дают вам возможности как бы спланировать ваше будущее. Но уж явно с кем-то вы будете знакомиться или с кем-то переписываться. Это не обсуждается. Так что переписка очень возможна. Но повешенный шанс есть, но вы его подвешиваете. Да? Хочу сначала понять, хочу сначала узнать. Кстати, здесь еще может появление бывшего быть, который будет пытаться помириться с вами, наладить отношения и так далее. Так, неожиданное событие на неделе. Ух ты! Туз жезлов, да, на неделе с 30 по 5 января. Туз жезлов говорит нам о том, что здесь будет очень много активности, или же вы себя проявите так, как вы не ожидали от себя. Также появится возможность реализовать какую-то идею. Ну, например, заработать деньги, получить кредит, решить какой-то финансовый вопрос. То есть то, что вас тревожило, наконец, на этой неделе все-таки разрешится. И, кстати, очень даже неожиданным для вас образом. Ну что, двоечки, я вас поздравляю. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на этот канал. Мы обязательно встретимся в новых эфирах. А мы переходим к третьей позиции. Итак, троечки, здравствуйте. Неделя у нас с 30 по 5. Угу. Так. Ух ты! У кого-то неожиданная поездка, у кого-то приезд, может быть, к вам кто-то приедет, кто-то вас навестит, кто-то вспомнит о вас. Но здесь третий дом всегда говорит о том, что движение будет. Вы на всех парусах или к вам на всех парусах кто-то рванет. И по птицам, по совам особенно, это ситуация, о которой вы не догадывались. Кстати, еще может разрешиться какая-то ситуация, о которой вы волновались или переживали, что-то было неясно, непонятно. И вот при разговоре по телефону вы можете узнать, что выход есть. И ребенок вам четко говорит о том, что есть возможность куда-то продвинуться, что-то решить, как-то может даже добиться желаемое, но немножко по-другому. Также здесь может принято быть решение о новом начале, жизнь с чистого листа. Например, кто-то узнает о беременности на этой неделе, кто-то поймет, что отношения переходят на новый уровень, а кто-то может четко осознать, что в вашей жизни начинается новый этап. Так, смотрим. Работа, карьера, профессиональная деятельность. Для кого актуально, смотрим. Для кого не актуально, не смотрим. Но вы знаете, я думаю, что по третьему варианту уж явно вам тут актуально. Почему? Потому что здесь выход из застоя, радость, решение какого-то вопроса, предложение, как ни странно. Кто ищет работу, может получить предложение очень выгодное и очень яркое. Это может привести вас к тому, что вы можете занять ту должность, о которой вы даже не подозревали. Также вы можете узнать, что подписывается приказ о вашем повышении, ну, благодаря новости. То есть король мечей. Встретились на корпоративе, встретились в кругу друзей, коллег, да, и вам говорят: слушай, а тебя же готовят на определенную должность, хотят доверить тебе, может быть, какое-то ответственное задание, какой-то проект и так далее. Ну, то есть вас это порадует. Почему? Потому что для вас, во-первых, это будет неожиданно, ну, а во-вторых, вы поймете, что вы признаны, что на работе вас ценят и что вы на самом деле можете похвастаться своим положением. Так, что еще здесь? Ну, здесь, ну, все пока. Пока все. Давайте смотреть деньги. Мгм. Ну, смотрите, я вам честно могу сказать. Кстати, еще у кого-то по поводу работы может влиять мужчина на вашу сферу работы. Ну, например, мужчина вам делает какое-то предложение переехать, съехаться, и вам придется менять работу. Вы будете это обдумывать. И, кстати, ребенок и корабль четко говорит нам о том, что кто-то решит переехать на этой неделе. Деньги. У вас или новый вид заработка, или мужчина берет ответственность за вас. Кто в браке, кстати, мужчина может найти работу
в другой местности, в другом городе, в другой стране. И это меняет полностью ваше отношение к деньгам. По Луне вы будете об этом думать, прояснять ситуацию, где-то даже, может быть, взвешивать или просить совета. Что еще по деньгам? Будет желание что-то купить. Очень важное, стоящее, ценное, которое стоит немало денег. Но вы скорее то ли будете сомневаться, нужно ли вам это именно сейчас. Стоит ли покупать именно сейчас? Стоит ли покупать именно на этой неделе? Или все-таки подождать и купить уже чуть-чуть попозже? То есть обдумывание какой-то очень важной покупки будет на этой неделе. Не знаю, может, вам на Новый год деньги подарят, а вы пойдете сразу тратить. А желаний будет много, а возможностей будет мало. Так, смотрим. Или влияние на вашу сферу денег прям конкретно со стороны мужчины. Так, как вы встретите Новый год? Ой, напьетесь. Слушайте, ну честно вам могу сказать, будьте осторожны, можете перепить. Ну, то есть, да, контролируйте процесс. Вообще, если мы будем говорить о настроении, настроение будет замечательное. Вы будете наполнены мечтами, фантазией, у вас появятся какие-то новые желания, вы будете загадывать эти желания не одно. 20-й старший аркан говорит о том, что вы можете получить предложение или признание в любви, но также понять, что вас кто-то любит, и это может привести вас к исполнению желаний. То есть этот Новый год для вас будет сказочным, он как будто бы откроет вам новую дверь для того, чтобы понять, что вы в новом этапе, что ваша жизнь меняется, что в вашу жизнь входят перемены. И ребенок нам об этом говорит. Все проясняется, все становится на свои места. И вы продвигаетесь уже к исполнению именно тех желаний, которые будут вас наполнять, но и которые будут на самом деле, да, вашей прочностью, стабильностью и вашим будущем. Так, смотрим дальше. Личная жизнь для тех, кто в паре. Ну, туз пентаклей. Здесь или очень хороший подарок от партнера, или же предложение руки и сердца. Туз пентаклей как снег на голову, когда вы не ожидали, что именно на этой неделе, например, мужчина сделает вам предложение. Или он так себя поведет. Но явно здесь видно, что человек вас оценивает, что он вас любит, и что он готов бороться за вас и вкладываться в вас. Ну да. Та двойственность, те переживания, которые вас волновали, прояснятся именно на этой неделе. И вы поймете, что по звезде все-таки вы можете исцелить ваши отношения, если здесь были проблемы. Вы можете получить возможность создать очень гармоничную ситуацию между вами, избавиться от обид и, конечно же, понять, что мужчина вас любит. Здесь мужчина будет доказывать вам, что он вас любит поступками, действиями, как-то даже будет добиваться, вкладываться и так далее. Ну, давайте смотреть тогда. Для тех, кто в поиске, ой, ну, десятка пентаклей. По десятке пентаклей, честно вам могу сказать, что я не вижу, что ваши поиски увенчаются успехом. Почему? Да потому что, скорее всего, вы будете на этой неделе полностью уделять время семье, дому, быту, может быть, работе или зарабатыванию денег. Нет, вы не будете искать, вам будет не до поиска. То есть здесь третий вариант, просто не хочет никого искать. Вы вкладываетесь в семью, вы вкладываетесь в то, что у вас есть, вы вкладываетесь именно в то, что вам знакомо. И вы не хотите сейчас на данный момент тратить время на какие-то поиски. Здесь как будто, да, я мечтаю об императоре, но вы надеетесь на то, что сама судьба приведет вам вашего императора. Да, нет, в одиночестве. В одиночестве пока еще нет возможности встретить мужчину для будущего. Неожиданное событие
на неделе с 30 по 5. Спокойствие, вы будете очень спокойны. Даже то, что, может быть, вас когда-то тревожило, извиняюсь, попью воды. То, что вас волновало, то, что вас тревожило и беспокоило, на этой неделе уйдет навсегда. Здесь будет прояснение, здесь будет разговор, здесь будет выяснение. Видите, здесь и совы. Это то, что вас волновало, то, что вас пугало. Вот на этой неделе уйдут все страхи, негатив, и вы поймете, что волноваться вам не о чем. Почему? Потому что в вашей жизни начинается новый этап. Все проясняется, и все вас вдохновляет на то, чтобы вы шли в будущее. Удачи вам! Всего вам самого хорошего! Поздравляю вас с Новым годом, счастья вам и, конечно же, любви каждому в свое сердце. Удачи!